Ни один другой орех не пользуется в народе такой популярностью и любовью, как грецкий. В древние времена его называли царский желудь. О грецком орехе чаще всего говорят либо как о средстве, способном активизировать высшие психические функции, либо как о природном аналоге Виагры. Но у этого продукта есть и множество полезных фармакологических и лечебных свойств. В данном видео мы детально поговорим о полезных и лечебных свойствах грецких орехов, рассмотрим возможный вред грецких орехов и дадим несколько рекомендаций по их употреблению для здоровья. Если вы с чем-то не согласны или наоборот поддерживаете, пишите комментарий. Знаменитый селекционер Иван Мичурин считал, что грецкий орех станет хлебом будущего. А в исследовании доктора Вилсона, представляющего Американское химическое общество, утверждается, что грецкий орех опережает все остальные виды орехов по качеству и количеству содержащихся в них антиоксидантов, причем все это представлено почти в идеальной композиции с рядом других полезных составляющих. Но одни люди не включают орех в постоянный рацион, потому что боятся высокой калорийности и аллергической реакции, а другие, потому что просто не знают о всей пользе этого продукта. Пункт 1. Полезные свойства грецкого ореха. Высокое содержание витамина С особенно заметно в сравнении с другими витаминосодержащими продуктами растительного происхождения, считающимися в народе лидерами по этому показателю. В незрелом, зеленом, грецком орехе витамина С примерно в 40 или 50 раз больше, чем в лимонах, и в 8-10 раз больше, чем в черной смородине. По содержанию цинка грецкий орех входит в топ-10 продуктов растительного происхождения, отличающихся высоким содержанием этого минерала. Среди орехов он уступает по этому показателю только кедровому. Помимо перечисленных в таблице витаминов и минералов, в ядрах ореха содержится жирное масло, в число основных компонентов которого входят глицериды различных кислот – стеариновой, пальмитиновой, линоленовой, олеиновой, такие аминокислоты, как аспарагин, валин, гистидин, глутамин, серин, цистин, фенилаланин, а также эфирное масло, дубильные и белковые вещества. В листьях тоже находится эфирное масло и дубильные вещества, например, кофейная и эллаговая кислоты. Кроме этого, в состав входят флавоноиды, нафтохиноны, витамины С и группы В, каротиноиды. Такое разнообразие обуславливает возможность использования различных частей орехового дерева в официальной и народной медицине. Пункт 2. Лечебные свойства грецкого ореха. Полезные свойства грецкого ореха, обусловленные его химическим составом, сегодня изучаются в контексте борьбы с онкологическими заболеваниями, болезнью Альцгеймера, оксидативным стрессом, изучается возможность улучшения с его помощью работы сосудов и сердца, нормализации репродуктивной функции. Исследуют грецкий орех и на предмет его использования в различных диетологических программах для профилактики диабета второго типа. Исследователи из разных стран мира считают, что некоторые составляющие ядра грецкого ореха способны при определенных условиях проявлять противоопухолевую активность и стать ключевыми компонентами в создании новых противораковых лекарств. Об этом, например, говорят исследования группы китайских ученых. К схожим выводам приходят испанские специалисты, которые считают, что орех на ранних стадиях помогает тормозить развитие рака, кардиоваскулярных и нейродегенеративных заболеваний. Среди разных полезных компонентов ученые выделили полифенол эллаготанин, обнаружив, что после всех химических превращений, спровоцированных взаимодействием с микрофлорой кишечника, эллаготанин оказывает антиоксидантное и противовоспалительное воздействие. Оптимистичный прогноз использования компонентов ореха в борьбе с раком молочной железы, простаты и прямой кишки дали также независимые исследования мексиканских и иранских ученых. Специалисты рекомендуют включать грецкие орехи в повседневный рацион и для поддержания здоровья сердца. Причин развития кардиоваскулярных заболеваний много, но правильное питание – один из важнейших способов снижения рисков. Грецкий орех в рационе опускает уровень плохого холестерина примерно на 9-16%, понижает давление на 2-3 мм ртутного столба, улучшает функционирование эндотелия.
Снижение опасности развития кардиоваскулярных болезней связывают с большим количеством в грецких орехах альфа-линоленовой кислоты. Одно из исследований показало, что чем выше уровень этой кислоты, тем больше шансов избежать болезни. Косвенным образом употребление грецкого ореха помогает предотвращению развития диабета второго типа, который связывают с ожирением. Это происходит благодаря тому, что ореховое меню помогает контролировать аппетит и, соответственно, вес пациентов. Высоко ценится способность ореховых полиненасыщенных жирных кислот, полифенолов и витамина Е снимать оксидативный стресс и тем самым препятствовать возникновению нейродегенеративных заболеваний и возрастных ментальных расстройств. Эксперименты в пробирке и на лабораторных животных показали, что антиоксиданты и жирные полиненасыщенные кислоты не только препятствуют развитию оксистресса и воспалений в клетках мозга, но и улучшают межнейронные связи, способствуют нейрогенезу. Высокая концентрация танинов, обладающих сильным антиоксидантным действием, была обнаружена не только в ядрах, но и в ореховой пленке. Благодаря регулярному употреблению грецкого ореха улучшается репродуктивная функция и качество спермы у мужчин. Из-за несбалансированности типичной западной диеты с высоким содержанием жира и быстрых углеводов фертильность снижается, но исследования на животных продемонстрировали, что грецкий орех способен частично исправить последствия даже такого нездорового питания. Пункт 3. Грецкие орехи – польза и вред. Грецкие орехи – настоящие сокровищницы питательных веществ, но, как и любой продукт, их употребление требует баланса. Давайте рассмотрим пользу и возможный вред грецких орехов для здоровья. Польза грецких орехов. Польза номер 1. Богатство нутриентов. Грецкие орехи содержат в себе множество полезных веществ, таких как омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты, витамины, особенно витамин Е, минералы, магний, цинк. Польза номер 2. Сердечное здоровье. Омега-3 жирные кислоты способствуют снижению уровня холестерина, улучшают работу сердечно-сосудистой системы и снижают риск сердечных заболеваний. Польза номер 3. Антиоксидантная защита. Витамин Е и другие антиоксиданты в грецких орехах помогают защищать клетки от вредного воздействия свободных радикалов, замедляя процессы старения. Польза номер 4. Поддержка мозговой деятельности. Омега-3 и антиоксиданты способствуют улучшению когнитивных функций и предотвращению дегенеративных изменений в мозге. Польза номер 5. Контроль веса. Высокое содержание протеина и волокна в грецких орехах помогает дольше чувствовать себя сытым, что может быть полезным при контроле веса. Возможный вред грецких орехов. Вред номер 1. Высокая калорийность. Грецкие орехи богаты калориями, поэтому их употребление в больших количествах может привести к избыточному приросту веса. Вред номер 2. Риск аллергии. У некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция на грецкие орехи, проявляющаяся в зуде, красноте или даже отеке. Вред номер 3. Проблемы с пищеварением. В больших количествах грецкие орехи могут вызвать проблемы с желудком у некоторых людей из-за высокого содержания жиров. Вред номер 4. Окисление масел. Из-за содержания полиненасыщенных жирных кислот грецкие орехи могут быстро окисляться, что ухудшает их вкус и пользу. Пункт 4. Как правильно употреблять грецкие орехи? Соблюдайте меру. Не употребляйте грецкие орехи в избытке. Достаточное количество, 30 грамм в день, это около 8 орехов. Предпочитайте свежие орехи, чтобы избежать окисления масел. Если у вас есть аллергия на орехи, консультируйтесь с врачом перед их употреблением. Вывод. Грецкие орехи могут стать важным элементом вашего здорового рациона при условии разумного их употребления. Помните о балансе и консультируйтесь с врачом, особенно если у вас есть какие-либо заболевания или аллергии. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и посмотрите эти полезные видео.
Желаем вам крепкого здоровья и ждем ваши комментарии.